Good afternoon, everybody. Мы можем начать. Добрый день всем. Everybody in good shape today? Все чувствуют хорошо сегодня, да? Not too sleepy? Не сонные? No. I'm a bit sleepy today because we had a late night. Вот я немножко сонный, потому что мы вчера поздно легли. So if I fall asleep, don't wake me up. Если засну, не будите меня, пожалуйста. Okay, so I would say let's get started. Я бы сказала, что давайте начнем. I think the friendly lady already introduced me. I don't know, did she introduce you too? Наша, да, любезная распорядитель нашего зала вас уже представила, да. Yeah, so my lovely colleague Julia, she will do the translation. Да, коллега Юлия будет делать перевод. Because my Russian is a little bit rusty. Русский еще у Клауса несовершенен. So I have to practice more. Я буду больше, да, мне нужно больше практиковаться. But not today. Ну не сегодня. So today we will talk about filtration. Итак, сегодня мы поговорим о фильтрации. Does anybody have an aquarium? У кого-нибудь есть аквариум? Alright. Well, I was hoping you would say that because there's no point sitting here if you don't have an Я надеюсь, aquarium. говорит, я очень надеялась, что вы так скажете, а то говорите, зачем вы пришли сюда. So we have 1 hour. We're trying to do this within the predetermined time, of course. Итак, у нас всего лишь 1 час, поэтому мы постараемся быть очень лаконичными. And if you're really nice, I might even tell you some jokes. И я вам сейчас расскажу шутку. You guys like jokes? Вам нравятся шутки? Yeah. Because some of you look a little sad here today. Потому что некоторые из вас выглядят немножко угрюмо сегодня. Like the cat has died. Как будто кошка умерла. I hope not. Я надеюсь, не умерла. Okay, so let's get started. I want to introduce our Fluval external filters today. Давайте начнем. Я бы хотела сегодня представить нашу новую серию наружных фильтров Fluval. We call it the Fluval 06 because it's the 6th generation of filters. Мы называем это 6-й серией фильтров, поскольку это 6-я серия, 6-е поколение фильтров Fluval. So we've been trying for 30 years to make this filter right. На протяжении 30 лет мы пытались создать этот фильтр правильно. Yeah. So I think we have arrived. И Клаус говорит, что, по-моему, мы достигли цели. All Fluval filters are manufactured in Italy. Все фильтры Fluval произведены в Италии. Yeah, so they are not Chinese products. Это не китайский продукт. And as you can see, we have 4 different models. Как вы видите, у нас есть 4 разные модели. And with every Fluval that you buy, you get all the accessories included, of course. И с каждой моделью, которую вы могли бы приобрести, они укомплектованы наполнителями. And the Fluval filter also contains all the filter media. Аксессуарами и фильтрующими дополнителями. Yeah, so you take it home, you can set it up, everything will be there. Поэтому, покупая фильтр, вы приносите его домой, сразу же можете подключить. Все будет включено. We have 4 different sizes, I already mentioned it earlier on. Как я ранее сказала, у нас 4 различных размера. And it's very easy to remember for what size of aquarium you need the Fluval. Очень просто запомнить, для какого размера аквариума подходит та или иная модель. Because the 106 is for 100 liters. Потому что 106 для 100-литровых аквариумов. The 206 for 200 liters, 306 300, 406 400 liters. Very simple. Ну и так далее. 206 для 200 литров и так далее. Yeah, and then, as you can also see on the chart here, the power consumption of the filter is very low. И как вы можете видеть вот в таблице на этом слайде, потребление электроэнергии достаточно низкое. Even the biggest one that turns water 1,450 liters per hour only consumes 20 watts. И даже самый большой фильтр в этой серии, который может прокачивать 1450 литров в час, потребляет всего лишь 20 ватт энергии. So it's a very economical filter. Очень экономичный фильтр. So what we did over the past 30 years, Так, что мы сделали на протяжении предыдущих 30 лет? we tried to perfectionize this filter. Мы старались усовершенствовать эти фильтры. So now the result is that the entire internal volume of the filter is used for the filtration. There is no bypass and the full capacity will be used.
Результатом этого усовершенствования стал тот факт, что сейчас полный объем канистры фильтра используется для фильтрации, то есть нет отдельных камер для прокачивания. Да, и нету системы bypass, то есть абсолютно вся вода проходит фильтрацию все ступени. Now, this is a problem that you will find when you get a cheap filter from China. Потому что это та проблема, с которой вы сталкиваетесь, покупая китайский фильтр, более дешевый китайский фильтр. That sometimes 5 or 10% of the water does not go through the filter media, but it bypasses the filter media and goes back into the aquarium without being cleaned. Потому что в таких фильтрах 5-10% объема воды просто как бы обходит фильтрующие наполнители и попадает назад в аквариум неотфильтрованный. Now with the fluor we have 100% contact time. С фильтром фривал 100% объема воды, попадающего в фильтр, фильтруется, очищается. Okay? If you have any questions in between, feel free to ask, no problem. Если у вас по ходу презентации возникают какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. So one thing that is important when you have an external filter Одна из самых важных вещей, когда мы говорим о наружном фильтре, is to get it started. это то, как его можно запустить. So the siphoning of the water through the filter. Прокачивание воды через фильтр. And in the old days there was no primer. Primer is this little thing on top. До сегодняшнего времени не было специального рычага для запуска фильтра. You always had to like suck the hoses, and that was sometimes a little complicated. Нужно было высасывать воду через трубки, что, в общем-то, было достаточно сложно. It's very easy with the fluor. We have this little plunger. Очень удобно в фливал, есть вот этот вот рычаг для запуска. Клапан подкачки воды. I was going to say the same thing. So you need the plunger, you have to plunge 2 or 3 times, and that will automatically start the siphoning of the water. Прокачивая этот клапан 3-4 раза, вы можете полностью запустить фильтр. Yeah, it's very simple, very convenient, very easy. Это очень просто и удобно. Now this is basically an exploded view of the little plunger that will start the siphoning process. Ну вот этот клапан прокачки, отобранный по деталям, по составляющим. Okay, so one other thing that is really cool about this filter is the way you can open and close it. Еще одно дополнительное преимущество этого фильтра, то что его очень легко открыть и закрыть. Now we have those, we call them lift and lock clamps. Вот клипсы, которые закрывают и открывают головку фильтра. Yeah, for easy access to the filter media. Они для того, чтобы очень просто можно было добраться к фильтрующим наполнителям. The other thing that is also really cool about this filter is the aqua stop. Еще одна очень такое выгодное преимущество данной модели является наличие клапана аквастоп. Now with the aqua stop you can basically remove the hoses without taking the hoses off. При помощи клапана аквастоп можно легко отстегнуть трубки, не вытаскивая их. Да, это, кстати, с аквариума. Yeah, nice and easy. And for the water return into the aquarium. Для прокачки воды Для возвращения потока в аквариум. есть вот эти вот сопла выпускные, которые. Now these dual water returns that you can see here, you can adjust them in any kind of direction that you want. Эти сопла очень удобно, они регулируются, их можно настроить в любое направление, которое необходимо. And they're basically sitting on a ball joint, so any direction you want the water to go in your tank, yeah, to have surface agitation or to agitate more the bottom, you can do with these water returns. Они как бы закреплены на вот этих вот шаровых соединителях, да. И регулируются на угол 90 градусов в любом направлении, независимо друг от друга, то есть для создания оптимального потока. Now the strainer that is used to suck the water into the filter is clog-proof, which means even if leaves attach themselves to the strainer, it will not completely clog up. Водозаборник, который служит для всасывания, выкачивания воды из аквариума, он защищен вот таким специальным корпусом, который препятствует забиванию, попаданию загрязнений и всяких там листьев, растений, рыб. And we also have some really smart rim connectors.
Еще специальные, очень удобные соединители, держатели шлангов, таких вот гофрированных. Because they're very strong filters, so you need a very safe attachment of the hose. Потому что для высокопроизводительных фильтров очень важно иметь такую надежную фиксацию труб. Можно вопрос? Да. А почему именно шланги гофрированные? Ну, у многих производителей, даже немецких, у них нету гофрированных шлангов. Зачем? The question is why are they using the rim pipes? Because other suppliers manufacture German ones, they are using single smooth pipes. I know we have had this question many times before. We did this, of course, for one simple reason. Да, этот вопрос неоднократно нам задавали, и мы это сделали по одной простой причине. Because the normal plastic hoses, when you kink them, sometimes they leave a little indentation after you do this many times. Просто иногда обычные гладкие шланги, они могут, ну, как бы меситься во время того, когда вы их там настраиваете, то есть они могут, ну, растрескивание происходит, и в дальнейшем в тех местах они могут давать течь. Yeah, they are much more flexible than your normal standard plastic hoses. Они более гибкие по сравнению Также они могут перегибаться, что может повлиять. Есть один недостаток этих шлангов. с Именно в гофрированных. Грязь иногда забывается в гофру, и ее трудно очистить. Что вы скажете на этот счет? То есть гладкий шланг легко прочищается ёршиком. Yes, you're right. I've heard this argument many times before. And we are every year we discuss, should we change the hoses or should we leave them? Каждый год у нас идет обсуждение, стоит ли нам заменить трубы. Yeah, because there is truth to what you're saying. Потому что, конечно же, есть доля правды в том, что вы говорите. I mean, you solve one problem, but then you create another one. Это означает, что вы справляетесь с одной проблемой, а не получаете другую взамен. I'm not saying it will stay like this forever. There is a good chance that we change back to the normal. Поэтому, возможно, в будущем трубы тоже могут измениться на гладких. На данный момент Клаус не готов сказать, что мы будем работать только с гофрированными трубами. А ну, может, вы дадите совет, как лучше очистить гофрированный шланг тогда? Well, we have a special brush to clean it, you know, so you can use a brush, but what you can do is, you can go to a DIY store, and they have like those toilet brushes. They are about this size at the top, and they have like this flexible thing. You just push them through there, and then you turn, it cleans them perfectly. Ну, у них есть специальный такой ёршик для очистки, но можно даже пользоваться обычными бытовыми в эпицентре, к примеру, купить специально для туалетов, для туалетных труб ёршик такой. They're very good. И они очень удобные и эффективные очистки. We use them also in our testing station. We use the same brushes. Мы такие же точно используем для очистки нашего оборудования. Да, у них настойка, которая работает с аквариумом, с ключами. Спасибо. Thank you. Well, guys, want to hear a joke? Quick one. Хотите быстро шутку расскажу? Man goes to the doctor. Человек приходит к врачу. So the doctor says, I have good news and I have bad news. Ну и врач говорит, у меня есть хорошая новость и плохая новость. So the guy says, well, give me the good news first. Ну, соответственно, пациент говорит, давайте сначала с хорошей новости начнем. So the doctor says, you have 24 hours to live. И врач говорит, ну, у вас осталось 24 часа, жить осталось 24 часа. What? The guy says, that's the good news? Человек говорит, что? Это что, хорошая новость? What could be the bad news? А что же могло быть плохой новостью? So the doctor says, I forgot to call you yesterday. А врач говорит, я вчера забыл позвонить. Okay? Few of you are smiling, so nothing is so bad. Okay, so let's go back to the filter. Давайте вернемся к фильтру. The fluid is a multi-stage filtration filter. Это фильтр с многоступенчатой фильтрацией. Multi-stage means mechanical, chemical, biological. Многоступенчатая означает механическая, химическая и биологическая фильтрация. Yeah, we have for the pre-filtration, we have like large capacity foam. Для предварительной фильтрации существует губка, для механической фильтрации существует губка с большой поверхностью. Yeah, so once it goes through the mechanical filtration, once it goes through the foam pads, it will enter then your chemical filter.
чем попасть в отсек с химической фильтрации, вода проходит вот эту губку механической фильтрации. Traditional chemical filter medium is carbon, of course. Фильтр для химической фильтрации это угольный фильтр. But you can also use phosphate removers, nitrate Можете removers, and использовать many other дополнение things. для удаления фосфатов, нитратов, это как бы в зависимости от потребностей. So by the time the water has left the chemical chamber, it enters the biological chamber. Это происходит перед тем, как вода попадает в отсек с биологической фильтрацией. So the water is already pre-cleaned. То есть вода уже предварительно очищена, Because the biological filter media, they have a very porous structure. потому что средства фильтрации биологические, у них очень пористая поверхность. And these pores, they can be easily blocked if you do not properly pre-clean the water. И поры очень легко засорить, если их как бы обрабатывать не плохо очищенной водой. And of course, biological filtration is done by bacteria, Конечно же, биологическая фильтрация производится бактериями. so-called aerobic bacteria. Это аэробные бактерии. They break down ammonia and nitrite. Ну, они раскладывают аммиак и нитрат. So without the biological filtration, your fish would die. Ну, и без биологической фильтрации рыба погибнет. So, and this is all done in a very effective and impressive manner by the Fluval 6 series. Это очень происходит, флювал 6 серия эффективно и делает фильтрацию воды. Yeah. So we have different kinds of filter media, of course, mechanical, biological, and chemical. У нас есть различные наполнители для различных ступеней фильтрации, химической, биологической и механической. Yeah. And except for the Fluval 106, all filters have 4 different media chambers. И помимо большого отсека с губкой для механической фильтрации существует еще 4 корзины для фильтрующих вкладышей. Okay, so one thing that I really like about the Fluval, Еще одна вещь, которая очень нравится Клаусу во флювале, which you don't have with any other canister filter. как бы этой возможности нет в других наружных фильтрах. We have separated the mechanical part from the chemical and biological part. Мы отсоединили отсек механической фильтрации от отсека химической и биологической фильтрации. Because it's the mechanical part that you have to clean most of the time. Потому что чаще всего нужно чистить именно отсек с механической фильтрацией. And in a normal canister filter you have to take everything out. И обычно в наружном фильтре нужно доставать полностью все содержимое фильтра. Here when you do the maintenance with the Fluval, this part here on the right, Когда вы чистите фильтр флювал, it stays inside the canister. всю часть, которую вы видите в правой части слайда сейчас, она остается в фильтре. And only this part you can pull out. Вы достаете только часть с механизмом, с губкой. So that makes it much more convenient to change or to clean your mechanical filter media with the Fluval than with any other filter in the market. Что в значительной степени упрощает обслуживание фильтра по сравнению с аналогами, доступными на рынке. Well, all the chambers are pre-packed, all the filter media are already in there. Как мы уже сказали, все вот эти вот корзины, они уже укомплектованы фильтрующими наполнителями изначально при покупке фильтра. The only thing you have to do is before you put the filter into operation, И единственная вещь, которую вам нужно сделать перед запуском фильтра, you have to remove the plastic bags. вам нужно просто открыть пластиковые кульки, пакеты. Otherwise it's not going to work. И это обязательно нужно на этом делать акцент клиентам, потому что люди часто думают, что все, мы уже купили эту коробку, мы ее подключили, запустили и так далее, и потом просто фильтры ломаются из-за этого. И мы в своей сети очень часто сталкиваемся с такими проблемами, достаточно часто. Обязательно при продаже человеку это желательно показать. То есть если он фильтр купил, желательно ему уже все и распаковать. I think it's kind of logical, but sometimes it happens that people leave them in there. Ну, сказать, да, это логично, но иногда люди, правда, немножечко не думают о такой вещи. Okay, so we wrap it up now. И сейчас мы остановимся на основных преимуществах, аргументах для продажи. So we go through the sales arguments now for the Fluval 6 series. We have an improved hydraulic performance. Улучшена гидравлическая производительность.
Because the filter is so efficient, you have much longer maintenance intervals. Фильтр настолько эффективен, что у вас увеличиваются интервалы между обслуживанием, между очисткой фильтра. Depending on how big your bioload is, sometimes it's enough to clean this filter 3 or 4 times in a year. В зависимости от того, насколько от размера загруженности, да, От биологической нагрузки, от избытка органики, рыб и... Фильтр можно чистить вообще 3-4 раза в год. And because of the 100% contact time that we have with the filter media, mechanical, chemical, biological, we guarantee clean and healthy water. И именно благодаря тому, что 100% вода проходит очистку, мы гарантируем чистую воду. Yeah, one of the best features of the filter is the easy removal of the mechanical filter media. Одна из самых лучших подобных опций – это простота обслуживания. And the filter is also very quiet, it's very silent filter. Фильтр достаточно тихо в работе. Also, this is also part of the reason for this is the improved impeller cover there. И это в том числе благодаря тому, что мы разработали специальную крышку ротора, которая делает работу тише. Yeah, the filter was also designed for easy priming. Фильтр создан для простого запуска. And we have a very easy way of gaining access to the filter with the aqua stop lever. It's easy to disconnect the hoses without removing the hoses. Помимо этого существует возможность простого доступа к самому фильтру благодаря клапану остановки. Да, мы можем легко при необходимости для очистки шлангов просто перекрыть воду и снять их. Отстегнуть шланги. Не всовывая их из... And then we have like these really cool rim connectors to make sure that the hose doesn't slip off. Плюс держатели труб очень надежно фиксируют трубы, что гарантирует, что они не будут скользить. И они не слетят от большого напора и вода не польется на пол. And we give 3 years warranty on the filter. И помимо этого мы даем 3 года гарантии. Do you guys have any questions? Есть ли у вас какие-то вопросы? Тут есть еще один параметр, который вы не сказали. Они экономичны в электропотреблении. There is one feature which I mentioned power consumption, low power consumption. Well, I mentioned this at the beginning. Да, я вначале сказала, но... But we could have written it here too, yes. 20 watts for the 406 filter. It's very low power. This is one of the extra benefits which we listed here as an argument for... Yes, thank you. He pays attention, huh? Very good. Okay, so let's get over. We have 2 more filters that I want to talk about. И сейчас мы перейдем к другой части нашей презентации, потому что существует еще 2 модели, о которых я хотела бы сегодня поговорить. Okay, what does the elephant say to the naked man? Итак, что же слон может сказать голому человеку, голому мужчине? Что? Что слон может сказать голому мужчине? По поводу хобота. How can you breathe through that thing? И как ты, говорит, дышишь этой штукой? Come on, huh? Трошечка, она тебе нравится. Okay, so let's talk about the Fluval FX4 and FX6. Давайте поговорим о валах серии FX4. FX4 и FX6. These filters start working where the Fluval 6 series ends. Эти фильтры нужны на тех объемах, которые уже не могут обслужить фильтры серии 6 серии. So these are 2 very powerful filters. Это 2 очень мощных производительных фильтра. And I can tell you one thing about the FX filters. My best-selling export item of all. Это, говорит, самые лучшие, самые востребованные продукты во всем экспорте. Retailers all over the world are using those filters for their own systems when they have show tanks. Даже магазины для своих рыбных стоек используют именно вот эти фильтры. The FX filter does not stop working. И FX не перестают работать. It is a very powerful and efficient filter that is working very, very hard.
Это мощные, производительные фильтры, которые хорошо работают, справляются с большими объемами. Yeah, you can see when you only have to look at these filters and you understand these are very robust and strong filters. Даже при первом просто взгляде на эти фильтры вы понимаете, что это очень мощные, производительные фильтры. But these are not just filters for professionals. Но это не только фильтры для профессионалов. They are filters for the average aquarist who does not want to have problems. Это просто, это может быть также фильтром для обычного аквариумиста, который не любит много возиться с обслуживанием. Часто его обслуживают. Часто обслуживают. Yeah, like your 6 series, the FX series is also manufactured in Italy. Серия FX также производится в Италии. And it's also complete filter. Comes with all the filter media, with all the accessories. So you just take it home and you can connect it to your aquarium. Также укомплектована всеми аксессуарами и дополнителями для моментального запуска. So this is basically a summary of what we are using inside the filter. Ну, это список содержимого фильтра, то, чем он комплектуется. Yeah, and you can see they have 3 different media chambers. 3 корзины для фильтрующих наполнителей. For very, very powerful mechanical pre-filtration. Для сильной предварительной фильтрации. So we have 2 sizes. The FX4 is for aquariums up to 1000 liters. Так, серия FX создана для аквариумов объемом до 1000 литров. And the Fluval FX6 for aquariums up to 1500 liters. И FX6 для объемов до 1500 литров. But if you have a 300-liter aquarium, we can still run an FX4. It's no problem. По-прежнему даже 300-литровый аквариум можно обслуживать фильтром FX4. Yeah, what is also impressive about this filter is the head height. Очень тоже черта, которая да, The big one. В фильтре это высота Максимально высота да, подъема. максимальная высота подъема воды. The big one has 3.3 meters of head height. It's very, very Это tall. шестой поднимает воду на высоту до 3,3 метра. Yeah, and even the big one only consumes 41 watts И даже of power. самая большая модель, шестой, потребляет всего лишь 41 ватт энергии. Once again, very, very economical filter. Опять-таки, очень экономный фильтр. So, we have an improved motor technology. Мы Разработали улучшенную технологию моторной части. Which is basically a combination of a synchronous drive that we're using inside the filter Это произошло благодаря синхронному приводу фильтра and a special microchip. и специальному микрочипу. Now this microchip is very special. I don't understand this either. It was all in Russian before, and by pure miracle now it turned into English. Magic. Yes. Magic of Fluval. So I apologize for that, but that's not my Простите, fault. пожалуйста, Actually. почему-то по каким-то техническим причинам, почему-то презентация стала доступна именно в английском варианте, мы не поймем, почему это произошло, но приносим извинения за техническую накладку. But I'm pretty sure that Julia will do a good job, or Igor here, in order to help you understand. Мы приложим все усилия, чтобы вы все понимали. Now this microchip has 2 tasks. Этот микрочип был создан для 2 целей. One of the tasks of this microchip is to control the speed and the efficiency of the magnetic impeller. Одна из задач – это контролировать скорость и производительность ротора. The other reason why we're using this microchip is it helps to basically evacuate the air that is trapped inside the filter. И вторая задача – это контролировать количество воздуха, который попадает в фильтр, в канистру фильтра. Every external filter collects air inside. Наружные фильтры, они собирают воздух. And the longer you run this filter, the more air inside will accumulate. И чем дольше работает фильтр, тем больше воздуха собирается в камере. And you will slowly lose performance. И таким образом, медленно, но производительность снижается. Within the FX series, this microchip ensures that every 12 hours, the filter, the pump shuts down. В фильтрах FX этой серии микрочип регулирует, чтобы каждые 12 часов
And then within 2 minutes, all the air that has accumulated will be pushed out of the Чтобы filter. каждые 12 часов происходило стравливание воздуха, а фильтр как бы останавливается на Да, пару на 2 минут. минуты. На 24 часа или 12? 12 12 А это в X5, в X6? FX4, FX6. А в X5 было 24, да? Да, вот с 5 было 24. Ну я шестой тестинг тоже раз. Я сейчас писать, да, это 12 часов. Yes. It was before, it was every 24 hours, now it's every 12 hours. раз в сутки, а сейчас каждые 12 часов. Now that's the reason why this filter always runs at 100% performance. И это одна из причин, почему этот фильтр всегда работает с стопроцентной производительностью. Yeah, there's 2 other features that I would like to explain. Еще тоже две черты, которые я бы хотела прокомментировать Клаус. I already mentioned it early on, we're using a synchronous drive, Клаус уже упомянул о том, что они используют синхронный привод в этой модели. which means the filter runs only in one direction. Это означает, что ротор работает только в одном направлении. Yeah, so this is to basically reduce the power consumption Это сокращает потребление and to электроэнергии increase the efficiency. и повышает производительность. So don't forget, the FX6 only consumes 41 watt. Поэтому не забывайте, что FX6 потребляет всего лишь 41 ватт электроэнергии. Yeah, and then we're using a ceramic shaft, of course, and we're using a wheel, an impeller wheel, where the blades are basically curved, and this will reduce the resistance, and it will also help to reduce the noise. Конечно же, мы используем керамическую ось для ротора, и также еще одно из выгодных преимуществ данного привода является то, что лопасти его, они имеют изогнутую форму, что уменьшает сопротивление воды как бы, да, на поверхность, соответственно, также способствует экономичности потребления Уменьшение электроэнергии. уровня шумности. Да, и уменьшение уровня шумности. Спасибо. Now, little features, but very, very effective. Вроде бы как маленькие детали, но они очень важные. So in order to get the filter started, it's very simple. Для того, чтобы очень просто запустить фильтр, You just open it, вам нужно всего лишь его открыть, and you put some water inside. налить немного воды внутрь. I use about 6 liters for the FX4 and you use about 8 liters for the FX6. Используем 6 литров для FX4 и 8 литров для FX6. And then you close it, you plug it in, and it will automatically start. Все, и вы закрываете фильтр, подсоединяете, включаете его в сеть, и он начинает работать. Nice and easy. Просто и легко. So we also have almost the same rim connectors that we are using for the 06 series. Также используем такие же держатели шланга, как и для 6-й серии фливалов. Because the big one pumps almost 3,000 liters per hour through that hose, so that hose needs proper attachment. Потому что большая модель прокачивает более 3000 литров в час, и нужна надежная фиксация. And these rim connectors will not slip off. С такими держателями шланга они как бы не соскользнут. Надежно зафиксированы. Now we also have a telescopic strainer. Также телескопический водозаборник. Telescopic means you can extend it to different length. Ну, можете регулировать высоту этой головки. And it's also clog proof. И также он защищен от засорения. Because of the different heights of the lamellas, even if a leaf attaches itself to the strainer, the water can still unhindered go in from the bottom or from the top. Из-за того, что вот эти вот как бы решетки находятся далеко от входного вот этого отверстия, даже если они вплотную облепили вот эту вот клетку защитную, все равно вода попадает внутрь трубки и попадает в фильтр. You can even open it to clean it. Вы можете открыть и почистить. There's 2 little hinges right here that you press in and you can take it apart. Там есть 2 такие как бы клипсы, которые можно расщелкнуть и открыть эту клетку. We have very powerful, we adapted these nozzles that you can see there, we developed them for the FX6 and then we adapted them later also for the 06 series. Эти выдувные сопла мы сначала создали для 6-й серии фливалов, а потом также начали применять для FX6. Now remember, they can be adjusted any direction you want. Помните, да, что их можно направить в любом направлении.
One also very cool feature about this filter, Еще одна удобная особенность этого фильтра. at the base of the filter at the bottom we have this drainage valve. У основания фильтра есть дренажная Кран, клапан, дренажный кран. кран для слива остатков со дна. Now this is used in order to empty the filter Да, это используется для того, чтобы слить воду из фильтра and remove the debris that will have settled somewhere at the bottom of the filter. и удалить загрязнения, грязевые накопления, которые могут Собираются на дне. Yeah, so you can empty and clean it without having to open the filter. Вам нужно таким образом почистить фильтр, даже не открывая. Yeah, it's a very, very cool feature too. Это удобно. And then also you can use the FX filter to do your water change. Также можно использовать ваш собственный фильтр FX для подмены воды в аквариуме. Yeah, so you basically take the outlet valve, which is still connected to the hose, you take this off, Нужно просто отстегнуть выпускной клапан, and then you take a third valve, взять трубу, да? Нет, мы берем третий коннектор Третий и коннектор. yeah, and you connect it to like a hose, Подсоединяем подсоединяем к шланг трубе. к выпускному коннектору. and then you switch on the filter and it will automatically siphoning the water out of the aquarium into the sink. То есть берем обычный шланг, на один конец пристегиваем переходник, который подключается к фильтру, а второй просто подсоединяем к водопроводной воде. Да, к раковине, да. So you don't have to carry any buckets back and forth, То есть вам не нужно носить туда назад ведра. because only if you have to fill. А зачем переходник нужен? Ну, чтобы трубка, она же, Ну, я напрямую могу к вентилю сразу подключить или ну, нет? значит, тогда вам Туда облегчаешь соединение, чтобы все так дольше. А, У нас с вами он уже коннектор, Yeah, but it's too much work, because then you have to disconnect the hoses, and there's water in the hoses. окей. Это больше работы, так вам дается трубки снимать. Yeah, it's much easier. You can even have the third connector already connected to a hose, and it's lying in your bathroom, and when you need it, you just take it and connect it. It's for convenience, that's why. Это для удобства создано. Theoretically, yes, you could do it, but then you have to empty the water from the hoses and everything. Also very unique about the filter is this click fit technology that came basically from our Laguna line, which we developed for garden ponds. Также очень удобная характеристика данного фильтра, это вот такие вот крепления, которые называются клик-фит. До этого они были использованы для прудовых фильтров лагуна, и они сейчас это как бы применили к серии FX. То есть это удобные клипсы, которые отсюда So you just press the button, very simple, and you can disconnect the hoses. Вы просто нажимаете на кнопку и отстегиваете. But it's a good idea to close it first. Ну, да, хорошо, нужно убедиться перед этим, что перекрыли воду, да. Yeah, so it's just a 45-degree turn, and it will basically Простой поворот на 45 shut the water градусов, off. вы, в общем, On top of the filter, you have a water change alert, and you have also a filter maintenance alert. На крышке фильтра находятся два датчика, которые помогают, дают сигнал о необходимости подмены воды и необходимости очистки фильтра. So what you do is basically you can see, I don't know if you can see, it says 12 here. So it's basically you can adjust it for 12 months. Мы не знаем, видно ли вам там, особенно на задних рядах, но там есть шкала, разбивка на 12 месяцев. And you have like in between marks too, so that means for every 2 weeks you can preset it, so you know exactly when you have to do the water change and the filter change the next time. Там ценообъявление на обратной стороне как бы 2 недели, соответственно, вы можете подменить воду в аквариуме, просто поставить на месяц вперед, и фильтр вам сам напомнит, что вам пора заменить воду. Ну, просто вы можете забыть об этом, фильтр об этом сам напомнит. Ну, вы можете забыть, когда вы последний раз поменяли воду в аквариуме. Because people forget these things. Ну, люди обычно об этом забывают. So here you can see basically an exploded view of how the filter looks like inside. На этой картинке видно, как фильтр выглядит внутри. Now you see there is a lot of mechanical pre-filtration foam in this filter, so it's a very powerful mechanical filter.
Вы видите, какая большая поверхность механической предварительной фильтрации. And you're very flexible with what you're using inside. И вы очень можете легко подбирать то, что вы используете для фильтрации. The small one has a volume of 3.9 liters. 3.9 liters volume. Это что? Это внутренняя объем Объем камеры. камеры фильтрующих наполнителей 3,5 литра. And 5.6 liters for the big one. И 5,5 это самая большая камера. А можно вопрос? Да. А как вода внутри этого фильтра проходит сначала по боковым стенкам, потом через середину вверх или как? Зависение, как в лагуновских фильтрах, по боковым, а потом вверх и вниз. Сверху вниз? Сейчас. Well, it's basically it's going through the mechanical foam first, Сначала проходит через губки, and then it goes up, and then it goes back down. потом она поднимается наверх и опускается вниз. То есть через губки по бокам, а как она поднимается вверх? Через середину? Что я не понял. Она внизу. Снаружи идет. Да. Она идет через внутреннюю часть. Да, понял, он толкает вверх, А, вверх она толкает через фильтрующие Да, губки. да, The water goes down. The water goes down. а потом And then it goes up. М. By gravity. You have a pump in there. Там компрессор стоит. Не компрессор, а помпа. Помпа. Я понял. Okay. So did this answer your question? Ответили на ваш вопрос? Нет. У вас вопрос? Да. Префильтры существуют к этому фильтру или нет? Префильтр? Да. Да. Я немножечко не поняла. Так вот эти губки, это и есть префильтрация. Если мелкий Префильтр. Say that again. I didn't get that. Is there foams for prefiltration on the intake stand? Синтепон куда, например, положить? Не синтепон. Не, синтепон туда нельзя. Префильтр, который заявляется на вход. На вход. У меня маловинник. Yeah, we have different filter media also. Because I'm going to go through this in a minute. Нет, говорит, у нас, ну, как бы, нет, на ваш вопрос нет. Нет, да, не существует. Только водозаборник, Это для защищенная повышения, решетка, для и потом повышения губки, да. прокачки. Ну, я понимаю. Чтобы фильтр забьется У меня просто маловийцы, мощность определена. так как голова внизу, они песок плюют в заборник, знаешь, и осень все очень может быстро выйти из строя. Стягивает очень сильно. Now you can use additional mechanical filter media in the filter chambers, starting from the bottom. So it goes through the mechanical foam first, and then it goes from the bottom through each individual filter medium. And in the bottom basket, you can put other mechanical filter media, which I will show in a minute. Вы можете использовать для дополнительной механической фильтрации в нижней части фильтра дополнительно еще одно Вырезать на... фильтр. Проходит через фильтр, потом она через идет вверх через Последний все корзин. И перед тем, как она добавит, можно дополнительную прослойку. То есть вырезать просто губку, да? Нет, она есть, она сейчас покажет ее. Есть эта специальная вкладка, еще дополнительная механическая Все, понял. То есть первую корзину заманишь, а используй как префильтрацию. We should have a sample of this. If we didn't. Да, очень жаль, что просто как бы мы сейчас есть, но But we can bring it. Кстати, Yeah, you can show. кстати, на стенде есть просто экземпляр шестого. Все желающие могут подойти, вот, кстати, мы просто мне рекомендовали. Игорь, это тоже бренд-менеджер марки Хаген, он вам просто разберет и в деталях покажет, как это выглядит на самом деле. То есть вы сможете разобрать, посмотреть. Да. Yeah, we can, if you Ну, просто по времени у нас осталось, собственно говоря, лучше не задерживать. we still have 15 minutes, right? 15? Yeah, from 12:15 to Да. 1:15. Мы сейчас покажем, да, успеем. Спасибо. Okay, I'll tell you another joke then. Пока вы рассказываете еще один анекдот. While Igor is getting the filter, Пока Игорь несет фильтр.
It's a story of Job. Of Job. Job. This is the guy's name. История Джо. Yes. Job is the eternal optimist. Итак, Джо это такой, знаете, вечный непобедимый оптимист. No matter what happens in his life, Независимо от того, что происходит у него в жизни, he always says it could have been он worse. всегда говорит, могло быть хуже. And he has a couple of friends, У него есть пара друзей, and they hate this about him. и это, говорит, их раздражает очень. Это часть, это очень раздражало. Drives them crazy. Просто с ума сводило. So one day they come up with a plan. И однажды они решили договориться. They want to make up a story that is so bad Решили договориться сделать такую историю, как бы сочинить такую историю плохую, that he cannot say anymore, it could have been worse. что он бы не смог сказать, что могло быть хуже. So they invite him for a game of golf. Ну, они его пригласили поиграть в гольф. So Joe shows up, but only two of his three friends are Джо coming. приходит, и из троих друзей видит только двух. So one friend is missing. И одного друга нету. So Joe says, "Where is Gary?" Джо говорит, а где Гарри? They look at him and they say, "You didn't hear what happened to Gary last night?" Друзья смотрят, говорят, ты что, не слышал, что с ним случилось вчера, ночью? No, he said, "What happened?" Джо говорит, нет, не слышал, что случилось. When Gary came home late last night, Ну, говорит, что Гарри вчера вернулся поздно домой. he found his wife in bed with another guy. Он видел свою жену, застал свою жену с другим мужчиной в постели. So he got his gun, Он достал пистолет, killed the guy, застрелил этого мужчину, then he killed his wife, убил жену and at the end he shot himself. и застрелился. So Joe says, "Well, it could have been worse." А Джо говорит, могло быть хуже. They said to him, "How could it possibly be worse? Они Your говорят, best, как такое может быть, как могло быть хуже? your best friend shot his wife and he killed himself." Твой лучший друг застрелил жену и сам застрелился, что могло быть хуже? So Joe says, if it had happened 2 days ago, it would have been me. Если бы это случилось пару дней назад, это мог быть я. That's a good friend, eh? Хороший друг. Bad wife. Okay, so while Igor is unpacking, I just want to explain some of the additional filter media that we Я have. сейчас немножко расскажу о дополнительных средствах фильтрации, которые у нас есть. Yeah, we have these fine filter pads. Итак, есть губки такой тонкой фильтрации, тонкой очистки. It's very efficient for pre-cleaning the filter, Они как раз вот эффективны для for pre-cleaning the water, of course. предварительной очистки воды. Yeah, it's basically like a polishing pad. Это как такие полирующие губки. Yeah, so it basically, first, of course, it goes through the mechanical foam that is automatically installed in the filter. Сначала вода проходит через механические губки, And then it enters from the bottom and it goes through these fine filter и pads. через дно она попадает в камеры других этапов фильтрации. Yeah, so we have basically two types of additional mechanical pre-filtration media that you can use as polishing media. В целом есть два вида дополнительных фильтрующих вкладышей для фильтрации, дополнительной фильтрации воды. Especially those white ones here. Вот эти вот белые вкладыши. When you set up your aquarium for the first time, everybody knows that, Каждый знает, что когда вы первый раз запускаете аквариум, the water turns milky. вода становится такой молочного цвета. So in this moment you would use those fine filter mats, the white ones, Вот в этот момент как раз можно использовать вот эти вот белые вкладыши, and within 24 hours the water will be crystal clear. и за 24 часа вода станет кристально чистой. Благодаря тому, что вода because of the nozzle, water Да, да. No, I said because of the way the filter is designed. Вот благодаря конструкции фильтра вода становится кристально чистой. Yeah, so we have a very silent operation because I already explained that the blades of the impeller wheel are curved. Фильтр работает очень тихо, и благодаря конструкции лопасти ротора, которые изогнуты. Yeah, it's very easy to start. Remember, just put some water inside, close the filter,
and it will start Очень легко automatically. запустить, нужно просто добавить воду внутри и включить его. Yeah, we have less power consumption as a result of the synchronous drive as well. Меньшая маленькая энергоемкость. Yeah, and we give you 3 years warranty on the filter И system, мы but даем same for the F6. 3 года гарантии на фильтры FX6 и FX4. Okay, are there any final questions? We are Есть perfect in какие-то time. последние вопросы? Да, мы вовремя закончили. В этом фильтре есть интересная особенность. Вы помпу поставили вниз фильтра, там, где в основном скапливается грязь, ну, или тяжелые частицы. У меня был случай, что быстро засорялась помпа. Какие могут быть советы по эксплуатации этого фильтра и как часто вы рекомендуете чистить саму помпу? Все-таки она стоит, ну, не в совсем удачном месте. There is one interesting feature about the design of the filter is that the pump pumping the water is located in the bottom of the canister, and sometimes it's getting dirty because of some heavier parts which are accumulating in the bottom. And he had case when the pump was getting dirty very fast. What recommendation do you give to protect the pump from getting dirty and clogged? Well, you can experiment with different filter media. You can maybe use a little bit more of the mechanical filter pads, the foam pads that you can put at the bottom of the filter. Ну, можно попробовать поэкспериментировать с дополнительными средствами предварительной механической фильтрации, которую можно остановить на дне, ну, на дне. Нижнюю канистру. Да, Ну, смотрите, вода идет вот так, спокойно, правильно? да. И все скапливается внизу. Точнее, вот так она идет. До И префильтрации. до префильтрации, до начала фильтрации, песок и все остальное скапливается на дне. В самом начале уже. They think that the water goes first through the sides, and it's not getting into the chamber with the mechanical. We're seeing it's bypassing filter Yeah. media. Вот для этого нужен префильтр в этот фильтр, So обязательно. he says Did it, Хотя бы did it механический start, префильтр. did it start at the beginning or did it start later? это, говорит, началось в самом начале. Не, потом. Это у меня большой аквариум с малавийскими с цихлидами, да? Yes, I Они understand плюют that, песок. but Did the filter, my question was, did the filter have this problem that there was so much debris accumulated at the bottom right from the beginning when the filter was new? Yeah, because the filter pads, they shrink. Да, если это просто ну, как бы, случается со временем, это означает, что губки просто сокращаются, не изнашиваются, и поэтому возможно, что вода... Можно я подойду? Да, конечно, Объясню. да. Проблему. Я прошу прощения. Смотрите, вода идет вот именно. Water comes Yeah, Раз, идет ко дну. It comes down. И вот на дне уже сразу насыпается песок. Right at that moment, the sand accumulates in the bottom of the canister. Сразу же. А потом уже песок Just, остается just на after дне. getting inside the canister. Well, what you can do is, when you look at the strainer, when you the intake strainer that takes the water Что into можно the сделать, filter, это попробуем смотреть на водозаборник. you can just put like a lace, like a little salt, like На a, всас надо. something like this, so it will not suck in the sand. Да, в таком случае установить какую-то предварительную губку или прокладку водозаборник. Да. То есть чистить только префильтрацию внутри аквариума на всасе. But it's not very steady. Такие фильтры используют в основном для больших аквариумов. Filters are used for bigger tanks. Значит, надо его разобрать. Не травма. Промыть. Это в основном аквариум с большой. И он говорит, что на воздух эту трубку, которую у вас в аквариуме, вода заходит прямо на Большая аквариум. Я понял, все. А вы по-другому не скажете. Берут песок и У меня тоже есть такая берут. штука. So what's wrong with Когда человек выиграл, через год он начал уже Yeah, but you can put like a piece of rock in front. I mean, if it's a single tank, people are using big pieces of rock. Да, ну можно как-то перекрыть неэстетичность там экрана. Я просто брал, сделал такую пачку. Проще делать. Очень профильтр. Well, maybe he has to locate. Maybe he has to locate Тут один the недостаток, это strainer
strainer in a different part of the aquarium. Yeah. This is the way it is, as I said. But it said that probably it could be solved at the stage of manufacture. Сделали фильтр классный. Use additional filter media for this strainer to... На трубку САСа при фильтрации пройти. Какую? У них нету префильтра. Yeah, but here they have like mini strainers. Да, но это хайма маленькие водозаборники. This is a big strainer, but what you Я can do понимаю. is you can also cut some foam. You can buy some foam and you cut it, and you put it inside the strainer. Да, то можно внутри, прям внутри водозаборника, то есть не снаружи одевать эту губку, а прям внутри. А вы знаете, как быстро она забивается? I think that's the best Она solution. забивается буквально за пару дней. Я уже так тоже делал. Делал? Да. Oh, Сразу. did you try it? А вы пробовали? Конечно. Yeah, I will take. Это самое первое, что я сделал. Самое первое. Well, I have never heard this comment before about Мы никогда не слышали такого отзыва. the sand accumulate, but I will speak to the product designer. I will discuss it with Обсудим them. с создателями. Я читал, пытался найти информацию в интернете, и в британском каком-то аквариумском сайте я нашел, они там сами делают префильтры, сами, ну, своими руками. Но эта проблема есть. Вместо вот этой сетки, ну, на вход. But it's a good point. But is it really causing problems? Is the question. Плюс засасывает малька, но это уже такое-то, от этого никуда не денется. От этого ничего не сделаешь. Well, it's a strong filter. I mean, you want a powerful filter. I mean, these are all side effects that Он реально забивает. Да, пипец. Не, это понятно, да. Но от песка, песок это реально проблема, потому что голова и песок But это... I still believe that putting like a black stocking around it, which you don't see because the strainer is black. Можно даже черный чехол как бы нашить сверху. Проновый мешочек. Я уже даже брал обычную леску, спинал в эту бороду и засовывал в заборник. Сам внутрь. Ну да, он все равно помогает. Капроновый чехол тоже что он даст? Ну, он со слез сделан. Вот тоже как бы пористый. И производительность упадет. Yeah, like I said, I will talk to. No, I mean it's a good comment. Это хороший, ну, интересный вопрос. Спасибо. I will talk to the product designers and maybe they can come up with a solution. Может быть, у них появится какое-то решение. I think the easiest would be to basically restudy the strainer and maybe do something with the strainer because it's either to completely change the inside of the filter. Да, может быть, возможно, поработать конкретно над водозаборником, Ну, So, песок это очень опасно, потому что может не только там неудобство, а может Это помпа реально, выйти, да, это помпа выйти из строя. Ваша керамическая ось вот это протирается тоже. То есть это проблема серьезная. Yes, the sand can damage, but we have had very little complaints about the filter. Да, правда, говорит, у нас не так много, на самом деле, информации в целом на конструкцию. Нет. Now, what you say, it happens, of course, but like I said, maybe 1 out of 50 aquarists has the problem. У меня тоже этот FX5 работает уже лет, ну, года 4 работает на маловиннике. Постоянно варю с песком, но пока тьфу-тьфу, ни ось, ничего я не менял. Previously, X5 fuel already runs around 5 years on the line and he says that until he doesn't have any problems. I think it's a fantastic. То есть у меня претензий никаких нет, просто это, Больше к 6-й серии. это, ну и 5-я и 6-я одинаково. Плюс еще, чтобы, опять же, человек знал, что перед фильтром обязательно надо ставить стабилизатор напряжения, потому что вот эта микросхема, которую они используют, она очень чувствительна к перепадам напряжения И частоты. выходят из строя. Explain is since that in Ukraine we have voltage
особенно с нашим украинским качественным электричеством. Это работает. Подскажите, пожалуйста, будем сейчас смотреть фильтр или уже посмотрим на стенде? Да на стенде Да на посмотрим. стенде, конечно, сейчас это самое. Я смотрю, только нам троим тут интересно. Okay, guys. So I would like to thank everybody here today. Хотел бы всех поблагодарить за внимание. I'm glad nobody fell asleep. Рад, что никто не заснул. So thank you for that. And I would like to give the word now to my colleague, Mr. Emmanuel van Hagen. Передаю сейчас слово своему коллеге Эммануэлю Ван Хейгену. He's probably the most knowledgeable reptile person in the world. Это самый известный и уважаемый герпетолог, наверное, во всем мире. Okay, thank you very much. Спасибо большое.